Здравствуйте, мои дорогие тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на предстоящую неделю. Эта неделя с 20 по 26 апреля. Давайте мы посмотрим, что ожидает тельцов. Какие карты сегодня выпадут вашему знаку зодиака и какие события для вас будут особенно важными, особенно значимыми. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк, сообщение, что будет вашей душе угодно. Пишите, не стесняйтесь. Итак, пока я перетасовываю вторую колоду, давайте сейчас эту отложим. Напоминаю также, что это общий таро-прогноз, что он не индивидуальный, но, надеюсь, большинству из вас, смотрящих сейчас это видео тельцов, это видео подойдет, перекликаться будет с тем, что происходит непосредственно в вашей жизни и окажется полезным. Итак, давайте посмотрим, тельцы. Неделя с 20 по 26 апреля. Какие карты выпадут сегодня тельцам? Начнем мы с основной колоды. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта, которая у нас есть карта дьявола, карта, возможно, общения с человеком знака Козерог, потому что эта карта соответствует в старших арканах знаку Козерог, поэтому речь действительно может идти о таком человеке, но тут же у вас еще и воздушная стихия выпадает, рыцаря мечей. Возможно, весы, близнецы или водолеи имеют к этому отношение. Здесь, в принципе, может быть либо какая-то конфликтная ситуация, которая возникает у вас с кем-то, либо вы сами создаете какую-то такую напряженную обстановку, потому что пытаетесь по пажу мечей быть такими решительными, какими-то настойчивыми в решении определенных своих целей и не хотите менять свою тактику или не хотите уходить от своей цели какой-то основной, которую вы в этот день поставили. То есть вы настойчиво добиваетесь своего, и кому-то это может не совсем нравиться. Это может вызывать по дьяволу определенные разногласия, какие-то проявления жесткости со стороны вашей или со стороны других людей. В целом карта также еще, знаете, шанса, возможности, потому что рыцарь мечей — это тот, кто добивается того, чего он хочет, а вместе с картой дьявола вы добиваетесь того, чего сильно жаждете, чего желаете. Поэтому для каких-нибудь краткосрочных проектов, там, где нужно в один день сделать какую-то важную задачу, решить какую-то важную ситуацию, какую-то рабочую ситуацию, то вам это, скорее всего, удается, потому что вы нацелены, настроены на решение конкретно этого вопроса, и вам это действительно удается сделать. Следующая карта у вас карта рыцаря Пентаклей. Это карта земного знака вашей стихии, земной стихии, которая такая неспешная, неторопливая, скажем, более медлительная, но при этом она по рыцарю Пентаклей, такая очень приземленно понятная. То есть вы по рыцарю Пентаклей с уверенностью идете к тому, что для вас важно, что вы считаете своей целью, и то, что вы считаете, вы должны получить по справедливости. Может быть, решить какие-то юридические вопросы по правосудию, возможно, решить какой-то вопрос с бумагами, с документами. В целом вы здесь, если мы говорим о рабочей ситуации, стараетесь быть максимально ответственными в том, что вы делаете. Вы здесь стараетесь действовать по порядку, по правилам, не нарушая закон, и поэтому карта правосудия есть. То есть вы не торопитесь, не спешите, делаете все методично, размеренно. Если бумаги должны какие-то прочитать, то вы тоже очень хорошо вчитываетесь, смотрите, обращаете внимание на все детали. Дальше идет колесо фортуны, удача и успех, на которые вы нацелены и настроены. В среду здесь могут быть достаточно хорошие, такие успешные для вас поворотные события. И в целом как будто бы судьба и удача вам улыбается. Здесь одна рука дает другой монетку. Можете получать какие-то бонусы, какие-то выплаты, подарки, не знаю, или помощь от кого-то, случайную, неожиданную вами помощь, когда вот вы не думали, что кто-то вам окажет содействие, оно здесь происходит. Может быть такое. То есть по шестерке пентаклей вы чувствуете поддержку, помощь, может быть, материального плана.
Может быть, кто-то вас поддерживает морально или выступает в роли наставника для вас, дает какой-то хороший ценный совет, который будет для вас поворотным, судьбоносным и важным. И по колесу фортуны для вас это будет важным событием, знаменательным. Дальше идет король жезлов, карта огненной стихии. Действительно, может быть общение с огненным знаком, лев, овен или стрелец, но тут же еще и двойка жезлов. И вообще жезлов в конце рабочей недели больше становится. По двойке жезлов здесь если речь касается такого вот огненного знака зодиака, здесь могут быть по двойке жезлов какие-то ситуации, где вы пытаетесь что-то узнать об этом человеке, проявляете интерес, пытаетесь разобраться в каких-то вопросах, да, которые здесь происходят, допустим, у этого человека. Или вот в двойке жезлов также может быть ситуация, где вы в рабочих вопросах, рабочих моментах рассматриваете какой-то вариант, дополнительный, возможность, потому что двойка — это два варианта всегда. И прощупываете почву, пытаетесь разобраться в каких-то деталях, но при этом не торопитесь с принятием решения. Здесь, в принципе, глобус, какие-то карты, да, может быть, какая-то поездка, связанная с таким человеком огненного знака, тоже имеет место быть. Пятерка жезлов. Кстати, командировки могут быть, ваши командировки тоже. Пятерка жезлов — решение каких-то вопросов, преодоление препятствий, может быть, какие-то ситуации, где вам придется показать свою мужественную сторону, справиться с какими-то задачами, спорными задачами. Может быть, по пятерке жезлов справиться с какими-то испытаниями. И здесь же карта Верховная Жрица. Вам нужно постараться действовать не силой, а мудростью и вот своим больше умом. То есть стараться спокойно выполнять здесь какую-то работу, не конфликтовать с другими, сохранять гармонию, насколько это возможно. Следующая шестерка кубков — это, в принципе, это карта семьи, это карта дома, уюта в доме и общение с близкими, общение с детьми, с внуками, у кого что. Но здесь по шестерке кубков может быть хороший повод собрать близких, свою семью в одном доме, допустим, могут быть какие-то годовщины или какие-то мероприятия, праздники, на которые вы здесь приглашаете своих близких и в целом проводите с ними время. И вместе с королем мечей, который, да, может олицетворять воздушный знак зодиака, то есть весы, близнецы или водолеи, но здесь вот по королю мечей вы стараетесь ответственно относиться к тому, что вы делаете в доме, в отношении ваших детей, допустим, там, родственников. Может быть, даже где-то немножечко больше контролируете ситуацию, чем следовало бы, и проявляете больше власти и больше такого здравого смысла в рассуждениях ваших. Дальше карта башня. Карта внезапных каких-то вспышек, озарений, которые у вас могут произойти в этот день. И вместе с восьмеркой пентаклей, я думаю, что здесь вот восьмерка пентаклей, карта сама по себе хорошая, да, об успехе говорит, об какой-то удаче. Я думаю, что здесь может быть прозрение и понимание каких-то вещей, как вам лучше действовать, как усовершенствовать что-то, что у вас уже есть, как сделать что-то успешное, чтобы это нечто работало на вас, может быть, какая-то ваша занятость. То есть здесь достаточно хорошая может быть карта. Кстати, может быть ситуация, где вы что-то узнаете или видите из того, зачем вы наблюдаете, что вы изучаете, и это для вас будет таким прозрением, какая-то информация, какая-то новость, которая будет такой вспышкой для вас в вашем сознании. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для тельцов на следующую неделю я завершаю. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.